Наступил следующий день нашего приключения по Парижу. Погода немножко испортилась, но это даже добавляет шарма и делает ее более даже парижской, наверное. И сегодня мы посвятим день центру интеллектуальной жизни Парижа, Латинский квартал. Кроме того, мы постепенно будем погружаться в историю Парижа, начиная со Средневековья и заканчивая временами римлян и галлов. В общем, будет интересно. Париж. Не только город любви, но и столица науки и архитектуры. Сегодня вы увидите средневековое сердце Парижа, знаменитый латинский квартал, где развивалась европейская наука, и остров Сите, колыбель готической архитектуры. Мы посетим самый красивый парк Парижа, зайдем в величественный Нотр-Дам, где хранится терновый венок, и увидим, как собор восстановили после пожара. Случайно попадем на французский митинг и заглянем в Лувр, чтобы показать вам последние кадры украденных сокровищ. Будет интересно. Вчера, прогуливаясь по Парижу, мы наблюдали подобную архитектуру. Это 18-19 век, все, что произошло после французской революции, после модернизации города. Но сегодня мы отправляемся в историческую часть. И вот, посмотрите, уже начинаются узкие кварталы. Это то место, куда мы направляемся, средневековая часть Парижа, которая уже больше похожа на привычные нам средневековые города. Посмотрите, здесь даже уже вот церквушка в традиционном готическом стиле. Это отличается от того, что мы видели до этого. Романский стиль, ампир. Это все более такие помпезные имперские стили. А здесь вот готическая церквушка, уже мощеная плиточка начинается, узкие улочки. В общем, отправляемся исследовать средневековый Париж. А то, возможно, у вас сформировалось впечатление, что Париж всегда был таким вот городом больших проспектов, больших улиц, высоких домов, красивых помпезных дворцов. Но нет, он же когда-то был обычным средневековым городом. Ну как обычным? Не совсем обычным. Это был центр интеллектуальной жизни, центр культурной жизни, то есть практически с 13 века и до сегодняшних пор. Это уже улочки района Латинского квартала, исторической застройки именно Парижа. То есть фактически здесь в Средневековье кипела основная жизнь Парижа. То есть потом в 19-18 веке она перенеслась в район, где Эйфелева башня, где Триумфальная арка, где Елисейские поля. Сейчас Латинский квартал славится своими рынками, в том числе блошиными рынками, овощными, продуктовыми рынками. Мы, как всегда, немножко к закрытию пришли. Ну, это даже хорошо, людей чуть меньше. Здесь вот продукты, овощи, фрукты, все продают. Выпечка, конечно, знаменитая французская выпечка. Посмотрите, какая красота, какие сэндвичи. О, курочку жарят. В общем, здесь такой сейчас рыночек, да, вот такой рынок продуктовый. Дальше будет еще и вещевой рынок. Смотрите, знаменитые французские десерты. Они на самом деле произведением искусства являются. В общем, французы во всем видят искусство, даже в кондитерском деле. Смотрите, каждый десерт вообще уникальный, индивидуальный. Вот макароны с малиной, инжир. Просто, смотрите, это просто искусство. Вот каждый один отдельный, наверное, такое одно отдельное пирожное сделать, это очень много времени нужно. Это все вручную делается. Вообще искусство, ну и, конечно, знаменитые багеты. Ну, тут они очень привлекательно выглядят. Прям. Ну, стоит, кстати, не так дорого. Чтобы вы понимали, вот 5,8 евро, это не так много за такой большой багет. Мы вчера ели за 7 евро, и там даже меньше начинки, мне кажется, было, чем здесь. То есть это прям очень дешево. Смотрите, как он... С инжиром, с сыром и с баклажанами. Инжир, сыр камамбер. Не удивляйтесь, вам может показаться, что это дорого, но для Парижа это недорого. 5,8, это уже дешево. Мы уже такие, ой, это дешево, всего 5 евро. Потому что мы вчера ели багет просто с сыром, немножко... Кусочку моцареллы, 3 кругляшка томата. Да, за 7 евро. Вопрос к ценам. Смотрите, панини плюс напиток 4 евро. Вот в основном студенты стоят тут в очередях. Сейчас еще и будний день, возможно, учеба, пары. Очень мало туристов знают про район Сорбонна, про университет. Посмотрите, какое граффити красивое. И в основном его игнорируют, а зря. Здесь, во-первых, самые дешевые сувениры. Мы уже прошлись и сравнили. Здесь цены, ну, раза в 1,5 меньше, чем на основных достопримечательностях. Здесь уютно и красиво, необычно. И в основном как раз местные. Посмотрите. Это вот в основном молодежь, во-первых. То есть это молодежный район, студенческий, потому что здесь университет, как я уже сказал. И это лучший способ почувствовать вот такую вот молодежный дух Парижа, и вот эту вот движовость, что называется, города, и в то же время миновать основные толпы туристов, то есть, ну, в основном китайцев.
Друзья, мы просто прогуливались по райончику, и вот такое вот непримечательное здание, мы случайно обратили на него внимание, не знаю почему, и посмотрите, кто здесь жил. Здесь с 921 по 925 год жил Эрнест Хемингуэй. То есть он жил в этом здании. Вот его фотография, если вы не знали, как он выглядит, это писатель, очень известный писатель, и вот как раз-таки он здесь жил. Уникальное, просто какое-то закрытое здание, какое-то, по всей видимости, кафе, уже не рабочее даже кафе, то есть оно просто закрыто, и видно, что давно не обновляли ни баннеры, ничего, его нет на картах, но это место, где жил Хемингуэй, чтобы вы просто понимали значимость этого квартала. Посмотрите, во-первых, какие красивые здания напротив, и двери. Вообще-то здесь можно сделать инстаграмных фоток наверное, на всю поездку в Париж. И вот он виднеется, уже средневековый Париж. Это вся та архитектура, которую мы знаем, наверное, по собору Нотр-Дам. Вот какой-то просто неизвестный готический собор, ну как неизвестный, не популярный, но уже впечатляет своим размером. Мы зашли в этот готический собор просто погреться. Он абсолютно бесплатный, как я сказал, он не сильно популярный, то есть это не туристическое место. Но так как холодно, мы зашли погреться и вообще не пожалели. Во-первых, посмотрите, какой сзади меня орган. Это просто... Я такого не видел. Посмотрите, что это такое. Это какое-то просто, как будто он в музее выставлен. Невероятно красиво, если он еще и работает. Это чудо вообще какое-то. Ну, витражи. Конечно же, витражами, наверное, не удивить. Во-первых, потолки готические, красивые. Посмотрите, какая алтарная часть, какая красивая. Вот это вот стойка для, получается, чтения Библии. Ну, я не знаю, как она правильно называется. Где выходит священнослужитель. Красивая, деревянная, резная. Какие красивые каменные лестницы, спиральные просто. Невероятно, вот она, готическая архитектура. Мне кажется, одна из самых красивых. Так что вы обязательно погуляйте по Латинскому кварталу. Изучите вообще, каким Париж был в 13 веке. Наверное, самой известной частью Латинского квартала является Пантеон. Он построен по прототипу римского пантеона для того, чтобы там могли упокоиться самые известные и заслужившие той чести люди Франции. В основном там... Да, это очень большая машина. Мы снимаем уже 20-й дубль, ребята. Наверное, самой известной частью Латинского квартала является Пантеон. Он построен по прототипу римского пантеона специально для самых заслуженных деятелей Франции, для тех, кто удостоится этой чести. Здесь покоятся Вольтер, Гюго, Руссо. То есть по своему назначению фактически это мавзолей для известных личностей, но здание очень красивое, монументальное, с грандиозным куполом. Оно кардинально отличается от той готической архитектуры, которую мы уже видели в Латинском квартале. Вот он собор, который мы только что проходили с красивой башней колокольней. И, конечно, Пантеон выполнен именно в том стиле, в котором мы вчера смотрели основные достопримечательности. Но он был построен в 18 веке, как и большинство известных достопримечательностей Парижа, и, наверное, только по случайности находится в Латинском квартале, вероятно, из-за того, что этот квартал символизирует собой интеллигенцию Парижа и Франции. Но прежде чем мы продолжим наш рассказ про историю и архитектуру Парижа, спустимся до мирских дел, и я вам покажу, как устроены общественные туалеты в Париже. Это вообще чудо какое-то. Посмотрите, какой, во-первых, туалет. Он, аккуратненький, уютненький, и здесь не нужно ничего касаться. То есть подходишь, держишь. Сейчас не срабатывает. Вот, все. Ничего касаться не надо. Заходим. Ждем, пока сейчас все закрывается сам. Все, он закрылся. Сейчас он сам заблокируется. Все, красный. Здесь автоматически смыв, ты вот так подносишь, все смывается. Здесь также мыло. Вот оно капает. Вот тут вода. Тут вот сушка воды. То есть все автоматически, вообще не нужно ни до чего касаться руками. Смотрите. Все, она открывается. И на этом еще не все заканчивается. Сейчас она закроется, и здесь произойдет еще и очистка. То есть он самоочищающийся туалет. Вот сейчас будет клининг.
Это синим сейчас загорится вот лампочка, то есть никто не может попасть. Происходит клининг, какой-то шум очень жесткий, я не знаю, ультрафиолетом, чем там воздухом обдувается. В общем, происходит какой-то шум. И здесь, кроме того, еще и питьевая вода. То есть вот, там внутри было написано не пить, а здесь вы можете набрать с собой воду. В общем, такое вот замечательное место, замечательный туалет. Мы продолжаем нашу экскурсию по Латинскому кварталу. Мы сейчас находимся около вот здесь вот около Пантеона прошли, вот здесь был Пантеон, и сейчас мы приближаемся к университету Сорбонна, к самому сердцу Латинского квартала. Вот он буквально за туалетом, что называется. Посмотрите, вот он, этот университет. Университет Сорбонна — это сердце Латинского квартала, это то место, откуда вообще квартал разросся, потому что университет был основан в середине 12 века. Вы только представьте, 12 века — это 1100 какие-то года. Это один из старейших университетов не только Европы, но и всего мира. И до сих пор он является одним из самых престижных университетов мира. То есть, чтобы сюда попасть, вам нужно пройти приличный такой отбор. И то есть он до сих пор действует уже, получается, 1000 лет практически. 900 лет. 900 лет этот университет работает, принимает студентов, абитуриентов. Вот таких вот, которые кушают пиццу на ходу. Да, такая молодежная артерия города, то есть не творческая, не современная, не помпезная и недорогая, не люксовая, как вчера мы видели на Елисейских полях, а именно молодежная, студенческая, где, знаете, все пиццу едят, бутеры, сидят на порожках, в общем, такая с энергией, с такой молодежной энергией. Вот мы обошли университет Сорбонна с фронтальной стороны. Так выглядит главный вход, он сейчас не используется, в основном все студенты заходят по каким-то второстепенным входам, но вот такой вот красивый, кстати, похож по архитектуре даже на Пантеон, который мы только что видели. Вот это вот купол и наверху крест. Вообще, на самом деле, в те времена университет и монастырь было примерно одно и то же, но именно Европа сделала университет отдельным местом, где давали образование молодежи. Вот, допустим, взять, наверное, наши края, что называется, да, вот что было в 12 веке? Монастыри только были, там летописцев готовили. Так вот, этот университет Сорбонна Людовик IX основал в честь своего наставника, который, кстати, был священником. Так что, по всей видимости, крест — это такое дань уважения наставнику Людовика IX. Только посмотрите, настоящий средневековый замок. Даже вот эти вот зубцы и стены просто веют средневековьем, горгульи. Вот эти вот шпили, крышицы такие вытянутые, как пирамиды. И, конечно же, вся вот эта вот резьба, вся вот эта вот, не знаю, ажурность архитектуры, это все свойственно готическому стилю. Витражи, в общем, красивый такой вот прям полноценный замок, хотя просто музей. Такие вот места здесь в средневековом квартале попадаются то здесь, то там, поэтому погуляйте, поисследуйте, потому что я даже не был в курсе, что это за место. Случайно мы его увидели, посмотрели, что это музей, подошли и восхитились. Вот такой вот средневековый квартал. В телеграм-канале мы публикуем актуальную информацию о наших поездках в реальном времени, приватный контент из нашей жизни, а также полезные гайды о путешествиях с подробными маршрутами по каждой стране. Подписывайтесь. Буквально немножко мы отошли от Латинского квартала и попадаем в такое вот замечательное место. И это не Версаль, ребят. Это один из самых известных парков не только в Париже, а в мире. Он входит в топ лучших парков мира, чтобы вы понимали. И сейчас еще ранняя осень, и мне кажется, вообще для парка ранняя осень — это просто золотая пора. Смотрите, какая красота. Деревья, они такие все градиентом, то есть там, от зеленого к желтому, красному преображаются. Здесь даже есть дворец. В общем, невероятное место, абсолютно бесплатный для посещения. То есть это похоже на какой-то Петергоф. Вот под Питером, наверное, Петергоф выглядит явно не хуже, но вход туда платный, а здесь вы можете просто прийти и прогуляться. Это, какое-то чудо, по-другому не сказать. Мы, конечно, в Версале не были, и, кстати, не будем в рамках этого выпуска, но вот такую вот альтернативу, если у вас, кстати, нет времени на то, чтобы поехать посмотреть Версаль, понятно, что не сравнится, но вы хотя бы сможете посмотреть парковую культуру Франции, а она здесь очень сильно развита. Очень ухоженный, очень красивый. Смотрите, как здесь комфортно расположены стульчики, то есть можно прийти, не в дождливую, конечно, погоду, можно прийти, сесть на вот такие стульчики и понаслаждаться видом на пруд, на замок, дворец какой-то.
Очень красивые клумбы здесь у них в Париже, сделаны из, знаете, таких полевых цветов, очень аккуратно, то есть не розы какие-то высажены, а вот какие-то разные, разноцветные полевые цветы. И как-то это уютно все выглядит, когда вот такие вот полевые цветы, аккуратненькие, разнообразные, там, ромашки, я не знаю названия, не судите строго, но выглядит это очень красиво. Называется этот сад Люксембургский и был основан еще в далеком 17 веке. То есть это очень старый сад. Основан он был семьей Медичи. Я думаю, вы многие знаете семью Медичи по Флоренции. А вообще это такая правящая династия была во Флоренции и очень влиятельная семья в Италии и даже за ее пределами. Так что это символ семьи Медичи, называется Люксембургский сад, Люксембургский парк, Жардин. Обязательно приходите и прогуляйтесь здесь. Даже вот в прохладную осеннюю погоду очень красиво. Пока мы прогуливались по студенческому кварталу и видели, как кушают студенты, сами немного проголодались. Решили перекусить по-французски. Это кофе с круассаном. Нашли такую славную кофейню. И сейчас здесь сядем прямо напротив собора Нотр-Дам-де-Пари. И, как настоящие французы, отведаем круассан и кофе. Максимально парижский перекус. Круассан обычный, без всего. Капучино или кафе крема, как его здесь называют. Сзади меня собор Нотр-Дам, просто символ Парижа. Идет небольшой дождь, и это даже создает дополнительную атмосферу. И как настоящие французы делают, макают круассан в пенку. Это очень вкусно. Обычный круассан без всего. Просто макаете и едите. Перекусили, и теперь можем полные сил наслаждаться собором Нотр-Дам-де-Пари, потому что он вот он, буквально рядом, как вы видели. Посмотрите, какая красота. Недавно он, конечно, горел. Вы все знаете, что несколько лет назад он был охвачен пожаром, но уже его восстанавливают. И довольно быстро его восстановили. Кто-то говорит, что будет 50 лет его там восстанавливать, что очень долго-долго. И знаменитый шпиль, который обрушился, его уже восстановили. Вот посмотрите. То есть он уже практически как новый. Вот, конечно, впечатляет своим размахом и масштабом. Собор Нотр-Дам-де-Пари, или по-другому его еще называют собор Парижской Богоматери, находится на острове Сите. И если хоть что-то можно назвать центром Парижа, то именно этот остров, потому что здесь в 3 веке до нашей эры, был основан Париж. То есть именно отсюда он берет свое начало. И исток он свой берет с племени галлов, которые назывались Парисии. Галлы поселились на вот этом острове, прямо посередине реки Сены. Впоследствии, конечно, все это вошло в состав Римской империи. И с тех пор именно Париж стал центром гальской провинции Римской империи. То есть вот этот остров Сите фактически самый-самый центр, исторический центр города. Такой покрапывает легкий дождик. Очень красиво, то есть такая архитектура классическая, парижская. В общем, одно удовольствие здесь гулять. Я сначала думал, что вот это за такие черепахи, какие-то конструкции непонятные, а оказывается, это лавки. Здесь художники и различные продают свои картины, книги продают. То есть это классические парижские книжные ярмарки. То есть вот продают различные книги. Вот про Париж можно, кстати, вот он, остров Сите. Вот как раз-таки это исток Парижа. То есть вот прям такой вот островок, где поселились галлы. Они выбрали это, так сказать, самым удачным местом для основания своего поселения. И потом впоследствии здесь уже вырос огромнейший город. Посмотрите, какая красота, какой масштаб. Это, наверное, самый большой готический собор, который я когда-либо видел. Он очень высокий. Вот эти вот колокольни, башни, они, конечно, их ни с чем не спутать. Вход, как я и сказал, бесплатный. Но вы не обольщайтесь очень сильно, потому что не одни мы, так сказать, самые умные, кто знает об этом. Тут очередь просто какая-то километровая. Посмотрите, это все, начиная отсюда, стоит очередь на вход в собор Парижской Богоматери. Сооружение грандиозное. Именно в этом соборе происходила коронация Генриха VI. И даже сам Наполеон Бонапарт был коронован императором именно в этом соборе Нотр-Дам-де-Пари. Поэтому это просто один из символов Парижа.
самый главный, о котором, наверное, все слышали, даже те, кто не слышали, не знаю, там, о музее Орсе, точно слышали о соборе Нотр-Дам-де-Пари. Посмотрите, какая красота. Ну, то есть, это классика готической архитектуры. То есть, это вот классическая готическая архитектура. Но, кстати, вот эти вот башни две, они очень сильно напоминают соборы, которые мы видели в Португалии. Мы все-таки рискнули отстоять в очереди, потому что мы посмотрели, что она очень быстро движется. По всей видимости, никакого контроля особого там нету. И, надеюсь, нету билетов, потому что я читал, что вход бесплатный. В общем, сейчас посмотрим, насколько его отреконструировали внутри. И покажем, вообще стоит его сейчас посещать или нет. Но это такое, скорее, знаете, галочка такая, что если ты был в Париже, то ты обязан побывать в Нотр-Дам-де-Пари. Что, уже почти зашли внутрь. Смотрите, какой красивый вход, во-первых. Вот тут, кстати, Иисус сразу встречает нас. Интересно, что он стоит на рыбе, у которой лицо, кстати, какого-то льва. Так, ну вот мы и зашли внутрь, ребят. Очень большой. Единственное первое впечатление. А в остальном видно, что он восстановленный. То есть просто его отбелили, это всю сняли гарь, копоть, которая здесь была, и восстановили, естественно, витражи, потому что здесь были очень красивые витражи. Они до сих пор сохранились по обе стороны. Не самые красивые в Париже. Есть другой собор, чуть позже мы его увидим с витражами. Но здесь именно масштаб самого собора, он, конечно, впечатляет. Собор Парижской Богоматери наравне с университетом Сорбонна был построен в XII веке, то есть это очень старое здание, но строили его практически 2 века. То есть его начали строить в XII веке, а закончили строить только в XIV веке. У него уникальная архитектура, то есть здесь практически нету стен, а вместо стен используются колонны. То есть фактически его архитектура формируется с помощью колонн, и таким образом он обладает уникальной архитектурой. Но, конечно, его популярность возросла после того, как Виктор Гюго написал про него роман, а впоследствии еще и был снят мюзикл. И тогда это стало культовым сооружением. Сюда начали стекаться толпы туристов. С тех времен собор Нотр-Дам является одной из визитных карточек Парижа, и его посещает очень много людей. Это одно из самых посещаемых мест в мире. Но собор Нотр-Дам-де-Пари является уникальным еще и по другой причине. Здесь хранится терновый венок, который был на голове Иисуса Христа в момент его распятия. Кроме того, в 2019 году, когда собор весь горел, говорят, что терновый венок остался нетронутым, и вот по воле Божьей. И поэтому собор является еще и большим местом паломничества, так как здесь находится одна из главнейших христианских реликвий. И ее, кстати, Людовик, король, император Франции, выкупил напрямую из Ватикана в свое время. Так вот, можно было раньше торговать реликвиями церковными. Сюда просто стекаются все туристы Парижа, и хорошо, что собор действительно большой. То есть здесь еще и много свободных мест остается, несмотря на то, что он практически заполнен туристами. Собор очень большой и по площади, и по высоте потолков. То есть, мне кажется, мы еще не видели настолько высоких готических сводов, таких потолков. Когда я говорил про колонны, я имел в виду, что мало того, что внутри используются колонны для поддержания сводов, но и в целом вся архитектура, она как будто бы состоит из таких колонн, то есть нету таких сплошных стен, а как будто плотные колонны выстроены в ряд, и как раз-таки они формируют и свод собора, и такую рельефность стен. Стены собора украшены различными полотнами, в основном, которые изображают какие-то библейские сюжеты, либо исторические события французские. Но интересно, что здесь используют еще и современное искусство. И это редкость, когда в соборе выставлено современное искусство. Посмотрите, я не знаю, что здесь изображено, но явно что-то изображено. Интересно. И таких здесь несколько картин. В основном они располагаются в этих арках. Удивительно, что современное искусство тоже нашло свое место в таком церковном сооружении. Вау, посмотрите, какое здесь большое витражное окно. Соотнесите размер людей и размер этого окна. Просто поражает воображение. Очень красиво. И я так понимаю, что оно сохранилось во время пожара. И это оригинальное. Очень красиво. Там различные святые внизу в этих арках. Наверху тоже какие-то изображения, сцены из Библии. Очень красиво. Там тоже что-то есть интересное. Сейчас мы пойдем посмотрим. Смотрите, какая здесь красивая
алтарная часть, точнее, это задняя часть алтаря, и здесь изображены тоже сцены из Библии. Вот Тайная вечеря, там вот рождение, то есть тут жизнь Иисуса Христа, то есть вот от его рождения, потом изгнание в Египет, насколько я знаю, потом вот, я так понимаю, его подростковый период, крещение, вход в Иерусалим, Тайная вечеря, и дальше уже распятие и воскрешение. В общем, весь сюжет жизни Иисуса Христа вот выполнен в такой вот, не знаю, скульптурном стиле. Это не скульптура, я не знаю, что это, как это правильно охарактеризовать, но очень красиво то, что вся эта одежда расписана прям. То есть оно все это из камня, но в то же время очень красочно и ярко расписано. Вау, какая здесь еще красивая роспись стен. И как это сочетается с витражами. Смотрите, вот колонны восстановили. Вот так на самом деле большая часть собора выглядела до пожара. То есть такая вот роспись стен и чисто французский стиль. Посмотрите, там даже вот эти вот лилии. Лилии вообще символ французской короны. Вот, смотрите, как раз они вместе короны находятся. То есть это лилии и корона. То есть это в целом символ Франции. И все это очень органично сочетается с витражами, тоже очень красивыми, в голубо-зеленом стиле. То есть можно прям посидеть здесь и посмотреть. То есть и сам Иисус тоже раскрашен, то есть красками украшена его одежда различными. То есть, и это выглядит очень комплементарно, что ли. То есть сочетается фон с скульптурой Иисуса и с витражами. Красивый собор. Я даже не ожидал, что его настолько уже хорошо отреконструировали. И кроме того, это еще и все бесплатно. То есть, в него можно попасть бесплатно. За такое, мне кажется, здесь, да вообще по Европе за такие соборы берут приличные деньги. То есть 15-20 евро за вход могли спокойно поставить, но его не берут. Мы добрались до Тернового венка, ребят. Это то, ради чего сюда приезжают люди просто со всего света. И вот, получается, это часть, где как раз-таки должен находиться терновый венок. Я не знаю, где он сам, но я так понимаю, что он должен располагаться прямо в центре вот этой композиции всей. Возможно, его убрали на реконструкцию, восстановление. Но сам вот этот вот алтарь, так назову его, где он должен располагаться, выглядит, конечно, живописно, все его фотографируют. Ну, что можно сказать? Вау! Я ничего не ждал от посещения, потому что меня в смятение вело то, что он бесплатный. Я посчитал, что, наверное, там все очень плохо, не отреконструировано, но они его восстановили просто на 10 из 10. И если будете здесь, просто не бойтесь очереди, она движется очень быстро. Во всяком случае, в сентябре под дождем она двигается быстро. Вы точно не пожалеете от посещения вот этого вот собора Нотр-Дам или Парижской Богоматери. Но мы пойдем дальше исследовать сердце Парижа, остров Сите и окрестности. Прогуливаемся, и дождь уже усилился настолько, что я не выдержал и тоже с Кристиной запрыгнул под зонтик, гуляем под зонтом. Но, к счастью, у нас есть план, как мы можем укрыться от дождя. Мы пойдем в Лувр, потому что это то место, которое нельзя пропустить в Париже. Самый главный музей не только Парижа, но один из главных музеев мира. Мы направляемся к Лувру и пройдем еще пару достопримечательностей по пути. Например, мы проходим городскую площадь, и вот в этом здании располагается мэрия Парижа. Такое вот красивое готическое здание. Фактически изучение средневековой архитектуры Парижа продолжается. Даже главное здание города, главное здание, мэрия города, она располагается в таком вот особняке. То есть это такой особняк в готическом стиле, очень живописный. Здесь, правда, какие-то работы проходят. И такие вот полотна вывешены. Первый раз вижу, чтобы на мэрии города вывешивали какие-то арт-полотна. Не знаю, может быть, это промо к чему-то. И самое интересное, что напротив мэрии проходит митинг. Посмотрите. То есть вообще Франция славится своими митингами. Французы любят митинговать по любому поводу, устраивать забастовки. И вот здесь, напротив мэрии, здесь устроили митинг, не знаю в честь чего. Сейчас мы подойдем ближе и изучим плакаты. Кто знает французский, переводите. Сейчас посмотрим. Здесь какие-то лозунги, какие-то требования. Кто-то что-то вещает очень громко. И вот посмотрите. «En vide et Paris en reste». Вот.
Вот она свобода. В общем, они что-то вещают, уже подошли ко мне собрать подписи. Активно идет митинг, и вообще в этом вся Франция. Вот они атакуют по любому поводу. Большие молодцы. Причем, смотрите, какая собралась комьюнити. В общем, все митингуют. И митинги, и протесты — это вообще часть Франции. Они еще устраивают забастовки постоянные, забастовки авиадиспетчеров, забастовки водителей транспорта, вообще постоянные забастовки и митинги. Вот она свобода. Короткими перебежками двигаемся в сторону Лувра, и для этого нам нужно снова вернуться на остров Сите. И мы просто по другому мосту переходим реку Сену, одно из ответвлений реки, и тут какой-то прям средневековый замок. Я не перестаю удивляться, насколько сильно эта часть города отличается от той, которую мы видели вчера. Просто посмотрите, какой-то замок каких-нибудь бурбонов, я не знаю, просто говорю первые ваши слова, но очень красивый замок, такие вот колонны, вообще отличается от того Парижа, что мы видели вчера, а он находится вот в той стороне, вон она Эйфелева башня, где-то вдалеке виднеется, вот он музей Орсе, а здесь совершенно другой готический Париж. Но я думаю, я смог вас убедить в том, что Париж разнообразный. И Париж 18-19 века отличается от того, что здесь, на острове Сите, от готических кварталов, от Парижа, получается, 13-14 века. Или 12-14 века. Вообще два разных города. Ух, мы замерзли, мы промокли, и прежде чем идти в Лувр, решили покушать все-таки, потому что в Лувре мы проведем минимум 3 часа, и нам нужно запастись топливом. И лучшее место для того, чтобы перекусить во Франции, это вот такие вот знаменитые буклеры. Я не знаю, как правильно это произносится, надеюсь, правильно, не бейте палками. Такие красивые, уютные ресторанчики, и мы отведаем самый лучший, самый известный фастфуд во Франции. Это крепе. Мы привыкли называть их блинчики, но здесь они называются крепе. И просто каждый француз их ест нон-стопом. Смотрите, какое уютное местечко. Тут Кристина уже устроилась. И это место с историей. Вы знаете, что я люблю такие места находить. Смотрите, во-первых, как красиво. Все очень украшено. Зеленью. Все очень по-французски. И сейчас покажу, что мы будем заказывать. То есть вот они, знаменитые крепе. Это блинчики фактически, то есть, но такие немножко поджаренные с румяной корочкой. Они есть сладкие, есть классические. Такое вот красивое, уютное заведение, красивые картины, цветы, зелень. Какая-то даже история есть определенного у этого места. И нам уже принесли наши крепе. Они именно так здесь называются. Это традиционная уличная еда во Франции. Мы ее кушаем, конечно, в заведении, но ее подают и на вынос. У нее такие вот есть нутелла. То есть мы с шоколадом заказали блинчик и с сыром. То есть внутри сыр завернут, шоколад повернут по цвету. Сейчас будем пробовать сытный и сладкий блинчик. Нам еще водичку принесли. Кристина тестирует. Сыр очень вкусный, как я люблю, его много, а сам блинчик очень тонкий, хрустящий. Похож на наши привычные для нас блины, но чуть более такой хрустящий, поджаренный. А сыра очень много, вот смотрите. Все вот так вот сыр. Очень вкусный. Кстати, сыр просто какое-то безумие. Ну, во Франции быть иначе не могло. Очень вкусно. А ну попробуй, там с шоколадом надо. Не может остановиться все. Настолько вкусный сыр. Нам вот такую водичку принесли еще, прям практически вино. Мы не пьем вино, но нам организовали для, наверное, фотозоны более удачи. Вариации шоколада — это нутелла классическая, и вот homemade шоколад такой домашний, темный. Вкусно очень. Отличается от нутеллы? Да.
То есть это прям шоколад, да, темный? Темный шоколад. И даже, кстати, блинчик отличается. Здесь хрустящий, здесь очень вкусный. То есть этот поджаривают, наверное, а этот просто обычный наш классический блинчик. Да. На самом деле эти две вариации — это самые классические вариации во Франции, то есть с сыром и с шоколадом. То есть это вот два классических блина. Если вы хотите прям познакомиться, что такое крепе, то вот заказывайте их. Но в целом, как бы нас, славян, так сказать, не удивить блинами, поэтому кушаем и отправляемся смотреть на Лувр и на знаменитую пирамиду. Фух, бежим под дождем, мокнем в сторону Лувра, но все равно наслаждаемся Парижем. Посмотрите, вот по левую сторону от меня находится фактически Академия Франции, французская академия, которая занимается изучением французской культуры и языка. Очень красивое сооружение. И напротив нее мост искусств. Очень красивый мост. Вообще мосты Парижа — это отдельный вид достопримечательностей, потому что по ним можно гулять, их можно рассматривать. Посмотрите мосты, которые соединяют остров Сите с берегами. Они вот прям такие средневековые. А вот уже виднеется и сам Лувр, ребят. Да, вот этот весь комплекс — это Лувр. Я просто поражен его масштабами, его размерами. Я уверен, что мы сегодня не посмотрим и половины. Вы только посмотрите на масштабы Лувра. Это настоящий дворец. Вот оно одно крыло, вот он мост, вот оно второе крыло. По другую сторону еще таких же два крыла. И это в прямом смысле дворец, потому что музей Лувр был размещен на территории дворца. Но Лувр больше знаменит не вот этим вот дворцовым комплексом зданий, да, в котором он находится. Хотя они очень красивые, очень большие. Я даже не ожидал, что он настолько большой, именно по территории. Но Лувр знаменит своей пирамидой. Вау! И вот она пирамида. Это просто отвал башки. Самая знаменитая часть Лувра — это вот эта пирамида. На удивление, она была построена только в 80-х годах прошлого века. Это 1980-е. То есть, она самая запоминающаяся. Посмотрите, какая очередь стоит, чтобы зайти внутрь этой пирамиды. Потому что попасть в Лувр можно несколькими способами. Зайти через пирамиду и зайти в один из входов, который находится здесь по периметру. Вау, я просто ждал этой пирамиды, увидеть эту пирамиду хотел не меньше, чем Эйфелеву башню, не меньше, чем Нотр-Дам. А может быть даже и больше. Просто это неописуемо. Почему-то мне всегда это место ассоциировалось с Парижем ровно так же, как Эйфелева башня. Мы увидели масштабы Лувра, и сразу понятен факт, что Лувр — это самый большой музей в мире. Вот просто больше него нету. Кроме того, он первый по посещаемости музей в мире. То есть он первый во всем. По размеру, по посещаемости. Его посещают около 8 или 7 миллионов туристов ежегодно, постоянно. И сюда приходят, постоянно здесь поток людей. Неудивительно, здесь хранятся просто шедевры. Мона Лиза, Венера Милонская, различные картины, различные скульптуры, всякие вывезенные артефакты из Египта, из Азии, с Африки, то есть отовсюду, где была французская империя. В общем, Лувр однозначно нужно посетить, если вы приехали в Париж. И мы это сейчас сделаем, потому что мы уже устали мокнуть под дождем. Все. Побежали, ребят, холодно, ужас. Вот мы и в Лувре, прямиком под пирамидой. Самый популярный вход, мы решили воспользоваться именно им, потому что очередь была небольшая. Вау! Вот это да! Это какой-то шик и роскошь. Это экспонаты Лувра. Все, посмотрите. Просто невероятно. Вообще со всей Греции, наверное, свезли все, что можно из всего Рима. Я думаю, что я не буду снимать в Лувре, чтобы вас не нагружать. По всей видимости, какие-то кадры останутся.
Просто смотрите, какой шедевр. Это часы с автоматоном, то есть там вот человек стоит, и он двигается, когда пробивает определенное время, двигает руками, головой и показывает на созвездие, то есть наверху купол с созвездиями, и он показывает на нужное созвездие в зависимости от того, какое сейчас там время года. И это просто механизм, которому уже сотни лет, и выглядит он просто невероятно. Я не знаю, это прям чудо, как будто бы. Мне кажется, в то время это выглядело как магия, даже сейчас. Посмотрите, как раньше выглядел Лувр. То есть это был один отдельный замок, обнесенный крепостной стеной, и потом от такого малого замка были достроены вот постепенно вот все те, которые на чертеже указаны, крылья. Фактически каждый император или король, который приходил, он достраивал себе крыло к замку. И таким образом вроде бы маленький квадратный замок превратился в огромный Лувр, то есть дворец полноценный, где просто можно заблудиться.